Для этого рецепта нам понадобится картофель. 760 граммов картофеля я нарезаю кружочками. Вот так. Порезанную картошку отправляю в кастрюлю. И ставлю вариться. Картошку варю совсем недолго, чтобы она дошла до состояния аль денте, то есть была чуть-чуть не готова. А затем сливаю воду. Приготовим форму для запекания. Я просто смазываю ее сливочным маслом. Можно также смазать и растительным. Но со сливочным маслом блюдо будет ароматнее и вкуснее. В форму для запекания высыпаю половину картофеля. Затем я беру 2 яйца. К яйцам добавляю 5 столовых ложек сметаны. Вместо сметаны можно взять греческий йогурт. Затем добавляю сюда хорошую щепотку черного молотого перца. 2 чайных ложки сухого укропа. Вместо укропа можно взять другую вашу любимую приправу для картошки. И также добавляю соль с учетом этих ингредиентов и с учетом картошки. У меня здесь по вкусу чуть больше, чем пол чайной ложки. И хорошо перемешиваю эти ингредиенты. Дальше беру кусочек сыра 100 граммов и натираю на средней терке. Потертый сыр отправляю в яичную массу. И опять хорошо перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Наверх выливаю половину подготовленной массы. И распределяю. Можно даже так слегка перемешать. Затем высыпаю оставшуюся картошку. На картошку сверху выливаю оставшуюся заливку. Снова распределяю. И теперь эту ароматную композицию, будущую вкусняшку, я отправляю запекаться в духовку. При 200 градусах Цельсия или 392 градусах Фаренгейта. Через 20 минут все готово. Пахнет, ну, очень аппетитно. Если этот простой рецепт был вам интересен, обязательно его попробуйте. Он действительно вас порадует. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам радости, здоровья и мирного неба над головой. И как обычно, до встречи в следующем вкусном видео. Для этого вкусного блюда я беру 1 луковицу. Лук нарезаю тонкими четверть кольцами. В форму для запекания добавляю 1-2 ложки растительного масла. У меня масло оливковое, но можно взять любое по вашему вкусу. Порезанный лук высыпаю на дно формы и распределяю равномерно. Затем возьму 2 крупных картошки весом полкилограмма. Картофель нарезаю тонкими кольцами. Это важно, чтобы он пропекся равномерно. Вот так. Порезанный картофель выкладываю слоями поверх лука. Выложила половину картофеля. Теперь немного посолим его по вкусу. И также добавим щепотку черного молотого перца.
Затем я беру одно куриное филе, половина грудки. Весит это филе 400 граммов. Нежную курочку нарезаю на небольшие порционные кусочки. Посолим и поперчим курочку прямо на разделочной доске, чтобы лучше распределить соль и перец. Порезанное мясо выкладываем вторым слоем поверх картошки. И опять-таки распределяем равномерно. Оставшуюся половину картошки выкладываем верхним слоем. И опять немного соли и немного черного перца. Дальше приготовим вкусную и простую заливку. Для нее беру 2 яйца. К ним добавляю 150 мл сливок минимальной жирности. Сливки у меня комнатной температуры, не холодные. Щепотка соли. Чайная ложка сухого укропа. А также пол чайной ложки сухого чеснока. Все хорошо перемешаем до однородности. Конечно же, вы можете добавить в эту заливку приправы по своему вкусу. Но я рекомендую вам добавлять их минимально, чтобы не потерялся нежный сливочный вкус. Все ингредиенты в форме для запекания заливаем этой заливкой. Форму накрываем сверху фольгой. И отправляем в духовку выпекаться при 200 градусах Цельсия или 392 градусах Фаренгейта. Через полчаса вынимаю наше ароматное блюдо из духовки. Пахнет оно, очень аппетитно. Но это еще не все. Я потру сюда кусочек сыра. Сыра беру 80 граммов, но сыром вы это блюдо точно не испортите. Можно смело брать сыра больше по вашему желанию. Также я возьму 1 помидор, порежу его на тонкие кружочки. Кружочки помидора выкладываю сверху на сыр. И опять ненадолго отправляю в духовку. Через 15-20 минут все готово. Блюдо получается красивое, очень сытное, очень вкусное и ароматное. На аппетитный запах обеда в кухню сбегутся все домашние. Попробуйте приготовить такую вкуснятину хотя бы раз, и я думаю, вам захочется ее готовить постоянно. А также я вам рекомендую сразу подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под видео. Напишите в комментариях, был ли интересен вам такой рецепт. А я желаю вам крепкого здоровья, радости, мирного неба и, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.